предыдущих сериях. Для постройки буханки из будущего был куплен японский бусик из прошлого. В итоге от него практически ничего не осталось. Но с того момента прошло много времени и проделано много работы. И уже в этой серии мы получим очертания, которые очень близки к концепту на картинке. Приятного просмотра! Ребята, каркас буханки очень высокий получается, не такой как на фото. Парни, вы молодцы, но не портите пропорции. Пропорции не те. Как вы поняли, начитавшись ваших комментов, Андрей уже не мог спокойно спать. Да, действительно, с пропорциями мы немного промахнулись. Главное — это признать ошибку и попытаться ее исправить. И, конечно же, без вашей помощи никуда. Базу сделать длиннее сейчас несложно. Пока все на раннем этапе, лучше не отклоняться от картинки. Для исправления ошибки нам надо распилить машину пополам и удлинить ее. Но предварительно надо приварить распорки, для того чтобы геометрия сохранилась наверняка. Этим мы и занимаемся. К тому моменту, как приварилась последняя распорка, вы можете наблюдать настоящую командную работу. Жаль только, что маска у ребят одна на двоих, как, впрочем, и интеллект, учитывая следующие кадры. По всему периметру были приварены опоры. В итоге, после того, как мы разъединим две части, они должны остаться в одном горизонте. И так со всех сторон, по 4 штуки на сторону. После того, как машина стала восьминогой, можно заниматься расчленением. Первым делом высверливаем сварные точки. А тут обратите внимание, как по заводу соединена рама, поскольку мы постараемся повторить все именно так, но с расширением на 60 сантиметров. После того, как лонжерон располовинен, разрезаем все остальные элементы. Да, действительно, сейчас самое время исправить эту ошибку, поскольку с каждым новым элементом это становилось бы все менее реальным. На этом этапе можно сказать, что мы отделались малой кровью. Вот именно этот момент, когда мы располовинили машину пополам, напомнил мне о Crossout. Правда, там функционала побольше. А если кто не в курсе, Crossout — это безумный онлайн-экшен. На огромном сухопутном корабле приехала новая фракция — скитальцы. Благодаря их технологиям в игре теперь еще больше деталей. Прокачай свою рейдерскую тачку кабиной трамвая и отвалом поезда, новыми дробовиками, пулеметами и гранатометами. Выбери свой стиль игры и создай боевую тачку из сотен деталей. Используй силовые барьеры, генераторы невидимости, ракетные ускорители, ховеры и многое другое, чтобы получить преимущество в битве. Сражайся сам или в команде. Ищи миссии на глобальной карте. Побеждай и получай ресурсы для улучшения машин. Уничтожай других игроков. Побеждай боссов. Проходи рейды или сюжетные задания. Ты можешь даже построить парк аттракционов. Качай Crossout бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для быстрой прокачки. А мы продолжаем. Для того, чтобы удлинить раму, были заказаны две вот такие заготовки, которые повторяют профиль лонжерона. С их помощью мы и удлиним раму. Распиливаем их вдоль, для того, чтобы повторить заводское исполнение. И повторяем его. Да, тут скорее всего будет много вопросов по расположению, но по заводу было сделано именно так. С одной стороны вовнутрь, а с другой внахлёст. Так мы и делаем, и привариваем точки точно так же и столько же, как и по заводу.
Следующим этапом отрезаем все лишнее и имеем практически заводское исполнение, после чего удлиняем борта. Тут все просто и понятно наглядно. Спустя 2 дня имеем кузов на 60 см длиннее и уже действительно похожую на правду пропорцию. После того, как все распорки удалены, осталось загрунтовать все импланты. Где вы видели, чтобы на буханках завода была грунтовка? Но извините, убирать уже не будем. Теперь, когда у нас есть уже точные размеры, можно заниматься накладкой, которая обрамляет кузов по контуру. Сперва мы составляем 3D-модель. Выглядит это вот так. И при помощи ЧПУ и 2 листов пеноплекса переносим их из компьютера в офлайн. Конечно же, эти элементы не будут выполнены из пеноплекса. Таким образом, мы просто делаем нужную форму, для того, чтобы в дальнейшем снять с нее слепок и сделать эти элементы из стекловолокна. После того, как была готова первая партия накладок, мы сделали все необходимые замеры и поняли, насколько нам надо вынести основание, на которое и ляжет оргстекло. Пока ЧПУ пилила очередную партию накладок, мы принялись делать это самое основание. В первую очередь варим вот такую конструкцию, поскольку в углу кузова нам не за что закрепить профиль, на который ляжет оргстекло, а эта косынка отлично решает проблему. Ну и так далее. Варим конструкцию по всему борту, которая выступает ровно на толщину накладки, минус 8 мм, поскольку борт будет обшит 8 мм оргстеклом. Представляю, как гаишники будут офигевать от такого на дороге. Да, к сожалению, такую машину с учетом всех изменений уже не зарегистрировать. В итоге это будет исключительно выставочный проект. Выставочный, но полностью функциональный. Это наш первый опыт. Как говорится, с чего-то надо начинать. В следующих проектах, конечно, мы будем стараться делать машины полностью пригодные к повседневному использованию. А этот проект — разминка. Нам надо было понять, нужен ли вообще такой формат на канале. Как выяснилось, очень нужен. Большое вам спасибо за поддержку. Когда горизонтальные элементы приварены, занимаемся вертикальными стойками, которые должны точно повторять наши основные стойки. Как вы помните, основные стойки мы гнули гидравликой, но теперь у нас есть турбогиб. Это донат от нашего подписчика. Привет и большое спасибо Жене из гаражей. Теперь действительно жить стало легче. Гнем, отрезаем нужную длину и привариваем на свое место.
В итоге мы имеем вот такие рамки, на которые в дальнейшем и ляжет оргстекло. Теперь пришло время накладок. После ЧПУ заготовки выглядят вот так. Освобождаем их из форм и прикладываем к кузову. Когда все накладки на своих местах, становится понятно, как должна выглядеть арка. В итоге ее надо немного расширить, этим и занимаемся. Да, у вас было много вопросов по поводу арок и хода колеса. Как я уже говорил, машина будет передвигаться, но совсем немного и точно не будет ездить по бездорожью, поэтому такой зазор вполне допустимый. Ну и как вы поняли, колесо оказалось слишком утоплено. Но эти проставки — это временное решение, для того, чтобы двигаться дальше. В ближайшее время мы займемся этим вопросом, и колеса будут выглядеть совсем по-другому, так что немного терпения. Итак, арки готовы, теперь можно доводить форму накладок. Это делается вручную, благо у Андрея много опыта и он выводил и не такие формы. А тут все предельно просто. База была задана ЧПУ станком, а дальше дело техники. Баллон пенный, пару метров наждачки и день-другой работы. А пока Андрей занимается доводкой, Валера ждет звонка от подписчиков. Как вы помните, в прошлой серии у нас остро стал вопрос с петлями. Попробуйте петли от дверей скрытого монтажа. Они монтируются во внутреннем профиле. Было очень много звонков, вы действительно очень помогли. Почему-то никто из команды не знал о существовании таких петель, а они подошли нам в самый раз. В итоге дверь мы также нарастили для того, чтобы обшить ее в дальнейшем, и встроили эти петли. Вот результат. Осталось зачистить металл и загрунтовать. Купите пескоструй. Очень полезная вещь при работе с металлом. А вы уверены, что делать два проекта одновременно хорошая идея? Да, было много вопросов, зачем же начинать новый проект, не закончив старый. Так вот, это действительно актуально, поскольку часто бывает такое, что работа останавливается, когда мы упираемся в какие-то сложности. Приходится заказывать недостающий материал или запчасти и ждать неделю, пока они придут. Вот тогда мы и переключаемся с проекта на проект. Ну и к тому же над проектом работает не один человек. Поэтому да, мы уверены, что это хорошая идея. А если кто-то не в курсе, второй наш проект — это постройка вот такого авто. Мы решили скрестить 21-ю Волгу и Bugatti Chiron, и очень скоро выйдет новый
новая большая серия. Она уже монтируется. Вот небольшой спойлер. А пока самое время глянуть первую серию, если еще не видели. Ссылку оставлю в описании. Ну и в финале мы решили по черновому накинуть один лист оргстекла, для того чтобы понять, насколько мы близки к картинке, на которую равняемся. Пластик тонируем максимально похожей пленкой. Это временный вариант, для того чтобы понять, что истина где-то рядом. В дальнейшем все будет оклеено другой пленкой и специалистами. Напомню, что такие проекты становятся возможны только благодаря вашей поддержке. Лайк, пару длинных комментов, а самое главное — поделиться этим роликом где угодно. Все это здорово помогает в продвижении ролика. Вы всегда отлично помогаете в продвижении. Большое спасибо и добра от топора. Хорошая теплица на колесах выйдет, если поликарбонатом закроете.